Студию расф***ли, команду послали. Что делать будем? Потому что не было Иваненко звать. Я сразу сказал, что нашвыряются все в дерьмище. Теперь даже чай некому вынести. Потому что не было Ксюшу увольнять. Ты что, дебил? Я, что ли, ее увольнял? Ну и не я. А кто тогда? И я не знаю. Даша, блядь. Заклиныть! Мальчики, вам просто нужно немного отдохнуть. Хотите со мной в спа? А ты подружку возьмешь? Ну, если ты при ней шутить не будешь. Что ты издеваешься? Слушай, а идея-то хорошая. 37 серий уже отсняли. Может, нам пора и отдохнуть немножко. Даша, куда приезжать? Говори адрес. Бабки не вопрос. Как-то хуй... Подожди. А потому что вина не выпили. Я предупреждал, что съемки не пойдут. Не, ну мы снимаем, мы его не ждем. Мы так не договаривались. Всем привет! Это Гагарин Шоу, 38-й выпуск. С вами бессменные ведущие Владимир, Глеб, Дашенька и прекраснейшая Сонечка. Глеб, пару слов. Лучезарный взгляд. Это ты о себе же сейчас? Говори нет, и я сразу скажу ответ. Не получается у Глеба, конечно же, рассказать про Сонечку все, что он думает, потому что он потерял дар речи, потому что прекраснейшая, импозантнейшая, невероятнейшая, губастейшая, глазастейшая, ух, какая девочка наша прекрасная. Мы расскажем немножко поподробнее дальше, а сейчас я вам напомню, что вы на криптовалютном шоу. И сегодня мы не в нашей привычной студии, потому что мы ее расхерили в говнище и позволили себе прекраснейший уикенд в бане с девчатами, конечно же! Ура! Спамы, алло. Вы же сказали на облаках, это что, баня? А баня была? и спа — это разные места? Ребят, по традиции мы каждому гостю дарим подарок, и сегодня очень нужный и важный подарок. Я бы после того, как увидел Соню, подарил бы ей 2 чашки. 2? Хорошо, подарим той, которую Две вы видно. спрятали, а Сонь, одну мы это налили. чашка для правой сиси. То есть саживаться сюда. Лучшее мое. Одень, где твой Наконец-то рог? меня А расплющило. можно мне чуть-чуть обезопасить? Глебчик, будь это осторожненько. Мы против СПИДа. У единорогов. Хуй кто-то по голове. Ты воздушок Интересно, выпусти. кто? Единорог настолько медленно трахается, что на него можно одеть пакет просто. Съемки Мне закончилась, не говорит, начавшись. спроси, будет ли что-то Соня пить, малыш, будешь чай? Давайте, знаете, за что выпьем? За 60-летие полета в космос. Ты летать на передачах. Глеб, Где ты давай летал? без хуй. А что мы чаем чокаемся, я извиняюсь? Да, конечно. Пусть будет, так сказать, для Соня. шарма. Да. Ну что же, а для тех наших недалеких подписчиков и тех, кто смотрит нашу передачу на крысу, неизвестно, собственно говоря, прекрасная, значит, Сонечка, я вам несколько тезисов нет-нет, да и преподам. Так вот, position number one. Конечно же, это то, что Соня самый известный и востребованный селебрити-фотограф Украины! Теперь вы понимаете, почему? Да, конечно. Снимает Соня исключительно в корсетах. Я тебе отвечаю, даже если бы у тебя не получались фотографии, ради которых я тебя пригласил, я бы вряд ли мог бы тебе в лицо сказать, что мне не нравится. Так вот, position number two. Никогда не купалась в Днепре и не ночевала в палатке. Это Ты старые что, факты, но шутишь? с тех пор ничего не изменилось. И это прекрасная позиция, потому что есть прекраснейшая возможность исправить это в нашем городе-миллионнике. Вы какие-то неинтересные факты нашли. Почему неинтересно? Смотри, у меня еще никогда не было ни одного биткоина, например. Подожди. А вы палатки, Это Днепр. до этой передачи. Мася, у меня был биткоин, но ты его я так забыла. напилась, я не знаю, где он до сих пор, уже 5-й выпуск. А Никто как не может найти как можно биткоин, потерять который мне биткоин? подарили. Тебе бумажный подарили, Масик? Деревянный. Как можно потерять биткоин? Почти так же, как и девственность. По не незнанке. Пьяная где-то осталась, и все. Скажи, пожалуйста, Сонечка, никогда не купалась в Днепре и не ночевала в палатке. Это с чем связано? Угадай. Потому что из палатки позиция. что-то торчит, когда ты в нее залазишь. Утренняя палатка. Например, еж.
Ну, я не не, понимаю, это- почему. Ну, я не люблю, когда мне что-то А ты давит знаешь, в что есть жопку. респектабельные, фешенебельные палатки? Ну, если ты мне покажешь, то я, конечно же, узнаю, но я не интересовалась. И вряд ли они находятся на берегу Днепра, Вот и понимаешь? У меня договорились. есть очень смешная история про палатку, но потом вам ее расскажу. А почему в Днепре не купалась? У меня вот у нас с Дашулечкой очень похожие купальники. У меня бывало такое, что я приезжаю в отель в командировке и понимаю, что мой красивый, дорогой купальник достоин лучших бассейнов. А и не рек. каких-то там карасей. Постоянный эксперт шоу. Ты умеешь дефилировать, Глеб? Yes, of Пожалуйста. А ну-ка. А я И пойду. с точечкой, пожалуйста. Осторожно, свечи. С... Я не знала, что у него хвост. А я сразу хвостик Глеб, почему у оценила. тебя хвостик сзади? В тени живот. Он постепенно перемещается. Так, динамичней. Держи ритм. У тебя целлюлит даже в костюме единорога. Какой нахрен целлюлит, ты что? Ну, складки на жопе, как это Где, называется? Платкин? Ну вот, еще раз пройдись. Я тебе сейчас все расстегну. Глеб, ты финансовый директор. На, Почему пожалуйста, у тебя смотри. сзади пижама расстегивается? Она должна спереди расстегиваться. Whitebeat, финансовый директор, заднеприводный единорог. А мы идем в Европу. Если вы не знаете, куда безопасно вкинуть свои деньги, Филе. Глеб расстегнет задний карман. Слушай, ну мы искали нетрадиционных, искали, не нашли. Когда это мы искали? Ну, не плохо традиционно? искали. А мы нашли. Сонечка, И рас- поэтому я, можно, зачитаю следующий факт. Ибо Сонечка целовалась С кем это я целовалась? с противоположным. Противоположно. И не только противоположным полом. Ай-яй-яй. А что это за факт? Даже понятно, То с есть, кем. подожди, то есть, ну и что? Ну, может, она целовалась просто как подружка в щечку, чмок и всё? Пожалуйста, тебе. Или прям по деснам было Лупилова? Я думаю, А лупила. можете даже если и поцеловаться? Я лупила. извиняюсь, раз мы в сауне. Вот так вот. Подай жарку. Подай жарку. Тем более тут нет камер. Нам всегда так говорят. Поджарю. Нам всегда так говорят. Так, хорошо. Ну, расскажи, пожалуйста, немножко, что значит вот у нас факт. Целовалась девушка. Во-первых, Что- я не знаю, где вы нарыли все эти факты. Это Вова где-то копался. Глубинный интернет хранит какие-то рандомные факты. Мне кажется, можно обо мне нарыть немножечко более интересно. Ты целовалась с девушкой? Конечно, целовалась. Засос? тоже, конечно. Да ну и Языками. секс был, ну и- Языками. Да и Друг друга секс. за сиськи Смотри, трогали? как Конечно. крипто превращается Почему меня в не звали на такую некрипту? вечеринку? Почему я все время хожу на это сраное Гагарин-шоу? Там девочки Потому целуются с что ты большой женат. грудью в губы, слюни текут, все это. Поделись. Что, у меня Слюни, жопа кстати, не растянулась? текли. Вовчик, у тебя хвост потерялся. А, у тебя тоже сзади открывается. блин. Потерялся, блин. Он тебя в жопу залез. Глеб, Кто больно? расстегивается, закрытая. Так, окончила магистратуру в Киевском политехническом институте по специальности электрокибернетика. Можно, так сказать, загнать в угол. Тебе... Скажи. Слушай, окейушки. Магистратуру на секундочку. Поэтому теперь я Это мой магистр любимый электрокибернетики. И что ты поняла после этого всего? Что я беру двойные интегралы, черчу трансформаторы Раз, два. на нулевых форматах. И еще много чего интересного. Ужас, да? Так. Сонь, ты вращаешься, да, там, коммуницируешь в руках там селебрити. Скажи, пожалуйста, говорят там о криптовалюте в этих кругах? Иногда говорят. Есть ли шепотом. там мужчины-криптовалютчики? Нету. Правильно ли я понимаю, что киевская селебрити испытывает голод по криптовалютчикам? По криптовалютчицам. В основном. Криптовалютные дела. Ребят, хотелось бы узнать, знает ли что-то Соня о криптовалюте. Так, интересно. Хотелось бы узнать. Предлагаю немного подтянуть Сони в терминологии и криптомире в целом. Заодно и я проверю, Ой, тяните что уже я эту об этом Соню. знаю, как я разобралась. Сонь, выбирай, с кем ты будешь играть в команде. Глеба не рекомендую. Ну хорошо, я прислушаюсь к своей ближайшей подруге. А подруга, конечно, не посоветует. Конечно. Она просто хочет Глеба Просто оставить зеркнула. себе. А кто я А во что мы такая? будем играть? Хороший Просто хочу, чтобы мы вопрос. поскорее стали втроем. Мой зайчик, у тебя осталась помадка. Вот. Что сделать надо втроем? Так, Смотри, самое мы уже интересное. почти целуемся. Поцелуйтесь. Ну, пожалуйста. Сейчас парни должны будут по очереди объяснить 10 слов из мира крипты. Тот, кто справится быстрее, победит, а проигравшего мы с тобой, Сонечка, накажем. Я проиграл. Даром Я проиграл. плеть. Я уже проиграл. Соня. Конкурс закончился. Дальше что? Наказание теперь. Какое-то Давай. странное правило. Становись раком. Первый начинает Глеб. Ты должен А что объяснить это? слова мне, Мне кажется, это в Глебушка. ротик. А не наоборот? Глебушка, в ротик вот так, смотри. Давайте я покажу. Да, ой, смотри, какой профи, Глебушка.
Моя рыбка. Мне нравится, что она не... Смотри, как Вовонька в ротик быстро. Да. Да. А это точно конкурс, в который нам надо играть? Сонечка, включай секундомер. И сейчас Соня включает секундомер. 3, 2... Слушай, Вова, а тебе не кажется, что это надо было девочкам в рот сувать? Блять, я настояла сегодня, чтобы это делали вы. Сонь, включай секундомер. А не слюни текут, 3, извиняюсь. 2, раз. То, что ты потерял на грошей передачи. Ты терял? Ты их теряла. Я теряла? Что ты теряла? А же, он же начал, зачем я во рту держу эту байду? Что я теряла на прошлой передаче? Чего Фото. я только Да, не теряла. биткоин ты теряла. Кого? Тебе надо объяснить, что это такое. Кого? Биткоин? Да. Как я его теряла? Смотрите, условие следующее. Глеб читает слово, а ты его должна повторить. Да. Да. Вы готовы? Да! 3, 2, 1, начали! Биткоин. Биткоин. Эфир. Эфир. Согля. Когда? Согля с носа. Сопля. Да. Лолита. 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 Валюта. Срос. Приложение и срос. Спрос. Да. Курс. Алис. Кирс. Ионенко. Влад. Плейбой. Плейбой. Да. Контракт заключили не второй. Контракт. Контракт. Адрес. Адрес. Да. И блокчейн. Блокчейн. Да. Глеб, дай померить, пожалуйста. Все, Аеда. Включаем Сбивай, я тебя сбиваю. секундомер. 3, 2, раз. Криптовалюта. Криптовалюта. Транзакция. Транзакция. Майнер. Майнер. Хэшен. Хэш. Процент. Хера. Хера. Хили, Киркора. Ферма. Да. Кошелек. Кошелек. Купюра. Купюра. Да. Ракета. Ракета. Бык. Глеб мог просто сказать. Бык. Все. Да. Вот. Учат в Киевском политехническом. Репетируйте, молодежь. Вот зачем вы Глеб, победили. тебе... В лохмотья. Слово не отгадывала. Давай, становись. Доги стайл. А что, мы проиграли? Да, 37-30. Попросим наказать эту сучку. Он мне ничего не говорит. А потому что ты проигравший. Глеб, будут. надо стать раком на кресло. Глебчик, становись. Давай исполним этот проигрыш уже. Это точно про криптовалюту шоу? Зрители, можете посчитать 10 раз? 1, Так, Два. по жопе бей. 3, 4, Больно ж, 5, блядь. Ну больно. 6. Так Ну, и больно. задумано. А кто сказал, что будет приятно? Ну больно. А сломалась плетка. Поломали плетку Вот это, вообще. блин, об единорогов я еще и не ломала. Плетка была сломана об единорога просто. Мы переходим к новостному блоку, потому что наш розовый единорог получил и, собственно говоря, ничего не поменялось. Мы вещаем наше шоу сегодня из бани. И спа. Алло. Ну что же, мы переходим к рубрике «Новости». По-прежнему с вами бессменные ведущие, значит, мужская половина бессменных ведущих. В розовых И кабинетах. полураздетые красивущие девушки, потому что сегодня мы в спа! Ну Спасибо. что же, Первую новость читаю я. давай, Как наказанный. как отпи***ный единорог. Турецкий Центробанк запретил расчеты в криптовалютах за товары и услуги. Решение вступит в силу 30 апреля. Среди причин ведомство назвало отсутствие регулирования центрального органа управления, волатильность, использование в незаконных целях и риск кражи. Как вы оцениваете данную новость, Владимир? Я считаю, что, во-первых, после того, как вышла эта новость, во многих пабликах и новостных ресурсах начали писать о том, что на фоне вот этого, значит, запрета биткоина в Турции стоимость биткоина упала на 3%. Вот. И я сразу всем моим драгоценнейшим хомякам, которые читают весь этот новостной бред и верят в то, что так Шлак, именно произошло, я бы именно по назвал, причине шлак. того, что в Турции запретить хотят, может быть, биткоин, никакого отношения к графику и падению биткоина на 3% не имеет. Это момент номер раз. Момент номер два.
заключается в том, что никто еще в Турции ничего не запретил. И момент номер 3 заключается в том, что я К предполагаю, примеру, что... говорить мне Наташа, когда я прохожу. Наташи хорошие сиськи. Он не умеет, вот у него нет акцента. Блин, ты можешь не говорить с акцентом, потому что у тебя не получается. Турецкий тоже не получается? Вообще никакой у тебя акцент не получается. Скажи, пожалуйста, с турецким акцентом сиськи. Сиськой. Я считаю, что в Турции ничего не запретят, биткоин не отменят. Это новость для лопухов. Очень качественно фильтруйте информацию и желательно, хотя бы попытайтесь вникнуть в контекст. То есть о чем в новости говорится. Ну что же, прежде чем мы перейдем к следующей новости, девчоночки, я хотел бы вас немножечко посвятить в индустрию. Это не по сценарию, потому что я, честное слово, в рот этот сценарий, потому что наша передача — это, собственно, импровизация всегда. Поэтому у нас, знаете, крипто-комьюнити и все, что связано с блокчейном, относят к пузырю. А объясни. То есть Не мочевому. считается, что криптовалюта и стоимость биткоина — это пузырь. Вот, такая некоторого рода пирамида. Вот. И, собственно говоря, я бы хотел выяснить, у кого из наших 4 ведущих Крепче самый пузырь? большой пузырь. В частности, это касается вас, Дарья, и вас, Сонечка. давай. Как будете проверять? Какого у тебя размера пузырь? Кто его знает? Ну, приблизительно. Близит. Но у Сони больше? Думаю, у меня больше. Махач намечается. Внимание, у нас маленькая пауза. У Вовы торчит петля. Не петля. Та-да-да-да-та-та! Ребят, есть новость. Американский режиссер и автор комиксов Кевин Смит продаст свой новый фильм ужасов «Здесь был Киллрой» в виде невзаимозаменяемого токена NFT, пишет Deadline. Владелец NFT токена получит права на показ и распространение картины. Нихиба себе. Глеб, ты что там снимаешься? Пацаны, расскажите, что такое NFT токен? Да, расскажите, пожалуйста. Короче, это такая штука. Давай начнем с аббревиатуры. NFT. Я уверена, это аббревиатура. Нефть, втор. Not fungible token. Незаменяемый. Незаменяемый. Любое событие. То есть, получается, я действо, тоже NFT. Предмет. Его переносят Я мамы в на электронный NFT. вид. Да, Вот, например, есть картина Мона Лизы. да. И вот С помощью чего? цифровых технологий. Не, я понимаю, что цифровых технологий. Это база данных, или это матрица с числами, или это адреса Це каждой... блокчейн. Ты не задала вопросы все, Ты можешь, которые я Соня, в хотела глаза смотреть? запять. Так, я смотрю, вот Он чуть смотрит. ниже глаз. Я взбодрила его матрицей чисел. Да? Це блокчейн. Матрицы чресел. Матрица чресел. Да-да. Имеются такие в твоем возрасте? Имеются такие матрицы. Мальчики. У розового Ну-ну. мужчины с головой единорога. Берут и делают типа цифровую копию. Цифровой скан, да, по дело, сути? нормально будет. Ну, то есть можно правой кнопкой Всегда нажать, так говорят сохранить блокчейнисты экран, а всего можно мира. сделать вот эту вот штуку, NFT. И продать как цифровой аналог вот этой вот фигни. А она записывается в двоичном Что вы коде и думаете хранится по на поводу своем слова адресе. Это аналог? блокчейн. Ну, что такое блокчейн? Это децентрализованная база данных, Да. которая контролируется системой, где одновременно все компьютеры главные Да. и не главные. Они на одном уровне. Да. Все как в моей жизни с мужиками. Ты чем главный, Вот ты есть не структура, главный. ну, условно, пирамиды. Есть, условно, мэр города, Да. замы и так далее. Директор компании, замы, начальники отделов и так далее. В блокчейне Вертикальная нету. структура, а это Нету горизонтальная. вертикальной. И все Горизонтальная, одновременно да. не главные. Даже если останется один единственный компьютер, который будет продолжать систему, Тебе не система кажется, выживет. что человек хочет с нами подольше Спать. побыть в сауне? Да. Ну, блокчейн, да. И вот эта штука, Я это сразу которая, вот, например, физически в мире существует, придумали такую новую фигню цифровую и сделали NFT. И вот говорят, вот это вот оригинал, а вот это ее цифровая копия. И давайте мы ее будем продавать. Все, понял, принял. Можно я скажу хоть раз? Да, На самом деле, потом мы поедем в сауну, не Смотри. переживай. Сейчас, подожди, пусть кто... Не, сауна будет по любасу. Кто, он говорит Дубровский? или я? Ну, ты меня же 15 Ты раз хотел что-то перебил. рассказать, а говори. Мацить, говори. Кто? Мацить. Цитя, мацить. У меня есть такой стишок: Шишкин, Пышкин, Залупышкин, Сиков, Пиздов, Гвоздев. Прекрасно. Господи. Надеюсь, Все ты из сделал этого ее цифровую города здесь, копию. надеюсь. Вот, и можно сделать цифровую копию вот этой и продать за какие-то деньги. Глеб, уже все продали, давай отдыхай. Наша компания Давай занимается бабками тем, что швыряться. мы делаем цифровые копии NFT токены обложек журналов Playboy. Почему вы, блядь, на этих обложках? Так и тебя там В тоже смысле, сделали. ты там
Есть. Почему я об этом не интернет. знаю? Ты будешь иметь с этого бабки. Деньги, 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 все они правят миром. Мне бы добавить рубчик на пиво. Глебушка, Глебушка, расстегни, пожалуйста, Ох, свою тискуня, это пижамку. Глебушка, Хочется волосиков немножко в кадре. Наконец-таки ты признался, что ты из этих. Расстегни, пожалуйста, немножко пижамку и закрой рот. Сосочки придется нельзя. заблюрить. А волосочки можно, а сосочки нельзя? Бать, ты все пропустила? YouTube так и работает. Ебать его в рот. Что там случилось? Да расхуя что-то. Осторожно, осторожно, руками не трогайте. И следующая новость от Сонечки. Они, может, встречаться местами. начнут. Передай Итак. чашку с чаем от Тэпа. Так, ну что же, время жарких новостей. От Гагарин Шоу. Итак, бывший предприниматель, а ныне депутат Верховной Рады Давид Арахамия потерял доступ к своему биткоин-кошельку, на котором хранилось 400 биткоинов. Вася, я тебя Ох ты. Посчитайте сумму в долларах. Какой курс? 24 миллиона долларов на сегодняшний день. Ох, это тебе не пароль от Укрнета забыть. А они Попросили сделать вот настоящие? так. Можно я попробую? А тебе глазками не видно, что настоящие? Я хотела рассказать, на прошлой неделе я была на дне рождения и затянула хвост так, что мой Face ID не узнавал мое лицо. Ты говорила, как люди в черном. Как люди в белом. Причем я забыла пароли. Просто И это явки. очень смешно было, когда Даша Астафьева все, что покупала, говорила, я занесу позже. А скажите, это так легко, да, потерять доступ к своему биткоин-кошельку? Я его без- понимаю, как женщина, я его понимаю. Я читал эту новость более расширенную, и, собственно, Давид Арахамия комментировал насчет того, что депутаты народные начали активно декларировать криптовалюты, указывать. Маленькие деньги пошли за большими, как говорила моя мама. Так вот, собственно говоря, когда началась вот эта вся история с декларированием, значит, депутатами потихонечку, значит, криптовалют, фишка же в чем заключается? Вот ты когда декларируешь недвижимость, то, соответственно, как бы, да, есть вводные данные. То есть у тебя, например, там в 2017 году доход официальный составлял 5 миллионов гривен. Ты взяла на них, купила 3 штуки роликсов по заниженной стоимости. Зачем-то. Зачем-то. Ну, решила взять и всю прибыль за год продать в роликсы. Ну, а что нет? А чего нет? Ну. Может, это последний раз так насрала 5 миллионов гривен, понимаешь? И, соответственно, все взаимосвязано. То есть был официальный доход, продал квартиру там на Подоле, появилось столько-то налички, тоже все в декларации отражено, купил что-то. И тут, представьте себе, такая халявная подача. То есть, в чем заключается все это дерьмо? Криптовалюты — это уникальный момент с точки зрения вот как раз вот этих вот всяких мошеннических историй. Заключается в чем? Биткоин там с $1, окей, с 10 долларов вырос до 60 тысяч. Что думает депутат? Он думает так, получается, у меня официальная зарплата была в 2011 году. Хитрюга! Ты поняла? А я намайнил. Вовчик, Да. как ты думаешь, он еще будет расти? Кто? Депутат? В нашей Депутат, стране по-любому. Само собой. В нашей стране депутат — это all-time high каждый год, я вам отвечаю. Как ты думаешь, будет расти? Ты на растущую луну бросила сейчас 2 клока моих волос. А им не нужно объяснять, откуда у них взялись биткоины? Они типа их намайнили? Один из наших подписчиков, кстати, на медне написал, что не просто так мы дарили догикоины во всех выпусках. Что такое догикоины? Это такая криптовалюта, которую пацаны придумали в прикол. А вчера она по капитализации обошла Хьюлетт Паккард. Привет тебе, который всю жизнь думал, что производство это фундаментально. Но если есть догикоин, значит должен быть и китикоин. Илон Маск придумал. Кэти-коин. Смотри, Боня есть девочки, Коин. у которых всю жизнь только догикоин. Вовчик, это не Месси. Ну что, предлагаю перейти к следующей новости. Я не Следующая новость такова. Можно еще раз вот это вот сказать? Сонь, бей Глеба. Почему Глеб не кричит? Следующая. Глеб Потому что ты не бьешь. Сильнее! Еще! Еще, Назови его давай. сукой. Давай. Боже, а ему нравится... Ой, Почему Даша все время падает? Заходит Глеба жена. Тварина, дай руку. Следующая новость такова. Авторы культового мультсериала «Симпсоны» в новом эпизоде предсказали рост стоимости первой криптовалюты до бесконечности. Слушайте, на самом Подожди, деле... это еще не все. В 18-м эпизоде 32-го сезона на телеэкране появляется бегущая строка с котировками финансовых активов. Курс биткоина отмечен зеленым знаком бесконечности.
Какого хера Симпсоны знают? Ответственно заявляю, Симпсоны не являются предсказателями. Вся та информация, которая подана в Симпсонах, якобы зрит Пестрит, в корень, правильно говорить. таковой не является. Я хочу сказать, что мы сейчас находимся в том моменте, когда каждая собака хочет купить крипту. Симпсоны об этом пишут. Портные уже закупаются Стелларом или Риплом. Все, кому не лень, покупают крипту. Ребята, это верный знак того, что Она конец. упадет. Слушай, ну ты, как бы, иногда прикручивай свои мозги, иначе так и останешься, понимаешь, в девках ходить. А мне мама так и говорила. Я думаю, что сейчас будет какой-то суперисторический хайп. Мы покупаем биткоин кэш, потому что он не обновил исторический максимум 2400. Мы покупаем Ripple, потому что он не обновил исторический максимум $3. Мы покупаем все, что можно покупать. Оно все так вот растет, смотрите, планомерно. Вот я вам показываю, планомерно Сейчас растет. еще показывай, Планомерно. пожалуйста. Глеб сейчас показывает Планомерно. историю формирования рынков пальцем. Да. Вот, я показываю историю рынка. Ты можешь показать на Sony, пожалуйста? как это Не-не-не, происходит? смотрите. Рынок сейчас себя ведет так. Приходит нормальный, красивый, импозантный парень с деньгами в бар. Видит красивую девушку, знакомится с Глеб. ней. Рынок начинает расти. Заказывает ей бокал вина, приглашает ее на танец, они танцуют. Можешь рынок показать, какой растет. танец? Они потанцевали, сели за столик, он ей заказал все, что она хочет. Самое дорогое шампанское, Дон Периньон. Все, рынок растет. Он, между прочим, ей предлагает поехать к нему. Она не против. Рынок растет. Они приезжают к нему, все хорошо, она красивая, он красивый. Он говорит, я приму душ. Она говорит, хорошо, я после тебя. Он идет в душ, Боже, принимает Глеб, душ. это было в 75-м году. Сейчас Послушай, никто подожди, не принимает душ. Сейчас вот это вся история. Выходит, Мать, ну она скажи. идет, принимает душ, выходит, они наливают еще по бокальчику вина, рынок Кому? растет, они пьют Таксисту, вино, который привез? они пьют, может быть, он говорит, может что-то покрепче, потому что ты какая-то закомплексованная, он говорит, ну давай Она что-то такая, покрепче. слышишь, я закомплексованная. Ты вообще-то можешь лить не минералку, а вино? Дон Периньон. Перегнул. Посмотри, человек Дон- раздевается, пока ты там в душ ходишь. Старость не радость. 8 размеров груди на 3 квадратных метра. Так, смотрите дальше. Он говорит, может что-то выпьем покрепче, потому что видит, что она сейчас может не дать, она уже Глеб, соскакивает, не хочет надо вызвать свои такси. личные Соскальзывает. истории. Глеб, налево посмотри, налево посмотри. Импровизировать. Налево глянь, Наше налево. шоу. Я поеду домой. Он говорит, нет, может быть крепенькое что-то. И она наливает, какой говорит, ты ему ром. зануда. И говорит, хорошо. И рынок растет, рынок растет. Они Это говорят, не может, рынок. Ты можешь послушать? Они говорят, пойдем в спальню. Они Да, говорят, пошли в рынок. спальню. Рынок растет. Ниндзяра. Они заходят в спальню, выключают свет. Он раздевается, она раздевается. Рынок растет. Она его трогает за член, у него Господи. рынок растет. Что? Она И его потом трогает он, за член. Рынок лета. Рынок Она что, растет, впервые? растет, рынок уже на пике, и тут он пытается потрогать ее писю, а там член. И рынок, сука, упал! И вот сейчас это будет! Ребята, сейчас это произойдет. Мась, Поэтому ребята, будьте реквизиторы, аккуратны. дайте 2 плетки срочно. Одна плетка нам уже не помогает. Во-первых, это не шутка, у Глеба такое было. Я разберусь сама. А ты полчаса шутить не смешно. Это не шутка, сейчас Хорошо, весь чтобы не рынок волноваться. Я не обрыгается. петлю, я не могу с ним... Не могу сниматься в этом шоу. Это как прогноз погоды, как бы, когда никому не нужна информация и красивая девушка на экране. То есть огромные груди и бесполезное дерьмо, как бы, которое Назовем мы их пытаемся здесь сказать. буфера. Игра. Внимание! Новая рубрика в Гагарин Шоу «Голос свыше». Предлагаю узнать, кто из вас настоящий друг своему другу. Вы делитесь на команды мужчины против девушек, и я по очереди буду задавать вам вопросы друг о друге. В случае ошибки право отвечать передается команде противника. мы не Любая знаем, подсказка отнимает балл у вашей команды. Итак, первый вопрос для Глеба. В каком сосуде, Что по за мнению Глеб? Владимира, правильно смешивать апероль шприц?
Вот в этом. Это чаша. Пернул Верно, микрофон девочки, сюда. ваш вариант. Можно я ему задам этот вопрос? В каком сосуде правильно смешивать апероль шприц? Во Подумай. рту. Браво, первый балл у команды мужчин. И мы решили, что самый правильный сосуд для смешивания апероль шприц это Рот. Знаешь, что как умеют, так и сосут. А я, между прочим, не следующий наблюдала. Я и так 31 угадала. год прожил. Даша, будь внимательна, что Соня делает лучше всех своих знакомых. Фотографируют? Ну, это тоже, Это конечно. неправильный вариант. Не, давай а второй дальше вариант. Что? Еще раз, Юшку еще раз. грибную. Фуэте. Еще одну. Фунилин. Внезапно политеку разорвет Остается на... только один вопрос. Откуда ты это знаешь? Соня делает лучше всех остальных моих знакомых все. Я Соню знаю как облупленную, я ее лупила не раз. Ты Поэтому это... получаешь балл от Сони, но, к сожалению, не от меня. Парни, попробуйте ответить вы. Сосямба. Боже, Это Лаисла тоже Бонита, ты что, неправильный гей? вариант. Правильный ответ, внимание, дает короля. Ты поняла? Кто такой дает короля? Подожди, я сейчас покажу. 3, 2, раз. Нет, Я не умею. так умею только я. Как? Подойди ближе. Ай! Ну, это, конечно, очень экстравагантно. Представляю, значит, криптовалютчик и Соня заходят в номер. Начинаются страстные прикосновения. Немножко одежда разлетается. И тут Соня говорит, а ты знаешь, что я умею? Можешь включить свет? Сейчас я дам короля. Я не умею это показывать. Ну никто не Ну, умеет. нет, А надо теперь поперечный попробуйте все как повторить. будто села. Даша, что ты делаешь? Я же не Ладно. Вандовый. Внимание, Пока, следующий надо вопрос. Давай, садись. Вопрос для Вовы. Что в детстве коллекционировал Глеб? Попугаев, Глеб коллекционировал шлюх и кокс. 5, 4, 3, 2, 1. Называй. солдатика. Солдат. Неправильный вариант. Девочки, попробуйте вы. Глеб коллекционировал жуков и бабочек. Этих Бабочка, голых ну что? теть из последних страниц газеты «Факты». Глеб закоренелый нумизмат. Он коллекционировал монеты. Я лошара. А у меня папа, кстати, коллекционировал монет. Мне досталась коллекция. То есть в детстве коины. Я тоже нумизмат. А потом и мы об этом биткоин. говорили. Ты слышал? Это Это лозунг стихотворение. СИФИО. Ты О, чересчур СИФИО. умная. Поэтому у моей мамы тоже нету мужа. Я достаточно долго размышлял на тему того, почему, как бы, придя в криптовалютный мир, как бы, да, я представил себе почему-то, что, как бы, это должна быть биржа. А я жил в детстве на площади Роза-Люксембург. Где, И мы где, с- где? и мы с- Я буквально недавно, значит, мы сидели с моей женой в ресторане, и я обратил внимание на то, что Несколько? каждый день в моем детстве я просыпался утром, и у меня перед глазами была надпись «Биржа Украины». О, И я думаю, какого ж хуя мы решили сделать биржу? Вот опять же Замечательная, нумизматика веселая и история. коины. Теперь у нас вопрос для Сони. Пленка, дагеротип или цифра? Что бы выбрала Даша? пленку. Первый балл в команде девчонок. с Потому чем мы что их и дагеротип поздравляем. это очень долго и дорого. 1-1. Внимание! Следующий вопрос для Глеба от Вовы. Вопрос из арифметики. Сколько будет 113 плюс 187? Нужно назвать число. На тракторе. Я уже давно посчитала. 200. Число пиздюшонок. Это человек, который работает в поле. Назови число в течение 5 секунд, или право отвечать перейдет девчонкам. Это где-то порядка, ну, если Нужно там точное число. 300. Ты за... Глеб. Ты не в этой Глеб передаче. ответил правильно, поэтому парням мы зачисляем этот балл. Внимание, следующий вопрос для Даши про Соню. Любимый телеперсонаж и герой лучшего стикерпака в Телеграме. А ты знаешь? Здесь плохая атмосфера. Анжела. Аплодисменты девчонкам, они А зарабатывают. можно блядь, эту Анжелу вывести, сука, на экран вот сюда? Вот сюда, вот здесь будет Анжела. Вот здесь будет Анжела. Дождь из Анжел. А теперь вопрос для Вовы. Какого известного персонажа Глеб играл в КВН в институте? Вы слышите? А, шо? Ой. Он играл этого маленького армяна, этого Галустяна. Это неправильный ответ. Девчонки, ваш вариант. Какого известного персонажа играл Глеб в КВН в институте? Кого я мог играть? Посмотри. Лимпупо.
Ну кого? Ну намекни. Ну намекни, у тебя все на лицо. Ну что у меня на лицо? У меня все Ну нормально. точнее, одно лицо, а второе скрыто. Только не на лицо! Девчонки, у вас есть 5 секунд, отвечаем. Сердючку! Браво! И вы зарабатываете еще... Откуда я мог знать? Я играл Галустяна и Сердючка. Кого я, нахотал? Сердючку. Дебил, что ли? Знаю. Со счетом Где ты? Ну зачем ты это загадал? Ну я же знал, что Галустяна. И Галустяна, и Сердючку. Ну и Сердючку нахуй ты Ну вставил. кого она? Это надо радовать? мозги Ну всё. включать. Сейчас просто из-за твоей Ну сердючки. все. Внимание, Соня. Цыганская, чукотская, еврейская. Одна из этих кровей течет в Даше. Какая? Чукотская. Браво, девчонки, отрывается вперед. Глеб, навостри уши. Какая первая ассоциация возникает в твоей голове, когда ты слышишь 24 сантиметра? Это мне вопрос? Пися в Володе. Браво! Вы догоняете девчонок. Это правильный ответ. Это был рекламный блок. А что мы рекламировали? 149, 721. Такси вызывай по будням и по выходным. Даша, Ты еще не катался? ответь мне на вопрос. Первые гонорары Соня получила за... А нет вариантов. Съела мышь. За макияж? Это неправильный Я могу ответ, подсказать. Поэтому сейчас будут отвечать парни. Если ты подскажешь, что они могут заработать балл. Пацаны, Парни, это пробуем. было на трассе. За доставку пиццы. Это было на трассе, чем ты трассе? слушаешь. А это было весной. Что Соня делала на трассе? Продавала фрукты. Итак, давайте подумаем, что могла делать пышногрудая рыжеволосая Соня на трассе. Чуть менее Я пышногрудая была отвечаю, тогда. Соня продавала овощи и фрукты. Торговля овощами, правильно, да? Ну, хот-доги. Я торговала картошкой. Ну, На трассе Киев-Харьков. серьезно? Я извиняюсь, что тебя... Сподвигло? сподвигло? Смотри, у меня Иди было два дальше. У варианта. тебя было все. Почему ты пошла Еще дальше? не все. У меня был выбор. Либо копать картошку, либо продавать ку. А садить? Ах, Ну, ты либо- молодец. Ах, ты молодец. Садись на Глеб, у лицо. тебя Но, наоборот... как понимаете, даже дачники, которые ехали домой с полными, так сказать, карманами картошки, все равно покупали у меня Я картошку. бы у тебя купил картошки. Видишь? 14 лет назад и позже. И раньше. Спасибо, Вовчик, я знаю, что я ошибся, да. Ставишь на Давай. монтаже. Внимание, Вова, ответь мне на вопрос. О какой машине мечтал Глеб? Мазератти. Девчонки, В детстве, ваш вариант. правильно? Вова ошибся. В детстве. Ты, блядь, сказал в детстве, ты! Базара нет, давай еще одна попытка у тебя. Ну давай, 5 секунд. Мерседес! 5, 4, 3, 2, 1. Мерседес. Это неправильный вариант, девчонки, ваш вариант. А мы теперь ответим БМВ. БМВ. Это тоже неправильный вариант. На самом-то деле Глеб не мечтал ни о какой машине в детстве. Ты за... Он мечтал, чтобы Понятно. кто-то показал ему сисю. Глеб, это была рубрика про друзей. Что ты загадывал, идиот? Рубрика про Ну, ты друзей, знал, что я не сука, мечтаю о ничего машине, не блядь. мечтал. Как ты мог А не мечтал отгадать? копать картошку. Откуда я знаю? Может, блядь, ебанутый. Я блядь, не мечтал о машине. Это факт. И мы продолжаем рубрику. Идиот. Вопросы Я не мечтал. из Как ты это детства. навыдумывал? Не мечтал. Ты мог что-то из нашего общего прошлого выдумать? Смотри, как я умею делать палец. Блядь. Сонечка, будь внимательна, скажи, кого с детства Даша боится больше всего? Паучков Это не паук, Не собаки. Не не собаки. собаки. и не коты. Вы что, охерели? Что за варианты вы перебираете? А? Котов? Даша больше всего боялась котов, и этот балл не достается Не коты, никакой Котов. команде. Какой На счет? этой котячей ноте Какой мы продолжаем счет? нашу викторину. Счет 4-3 в пользу девочек. Внимание, вопрос для Глеба. Что Вова, ты опять делать кум? Дарить дорогие подарки. Это изи Парни катка. догоняют девчонок, А вы кумовья? и они сравнялись в счетах. Понятно. Даша, готовься. Вопрос для тебя про Соню. Какой максимальный размер груди был у нашей Ты знаешь, какой Сони? сейчас? Да. У вас 4-й размер груди, у тебя и у нее. Был в 6-й. 5-й. К сожалению, первый вариант был неправильный. Но ты назвала правильный, и поэтому парням право отвечать мы не даем, и балл не достается никому. Вопрос для Вовы. Максимальное Глеб, количество время идет. подтягиваний за один раз, которое когда-то случалось в жизни Глеба. Вот. 20 раз. Никогда этого Это не неправильный слышал. вариант, девчонки. 3.
5 раз. 15. 10. Какого Глеб. размера у девочек груди, я не могу? Кто первый отгадает, получает балл в свою команду. 7. 4? 17. Это правильный Я говорю, ты ответ. сказал 20, они сказали 3. Я говорю, минус. 20 минус 3? Да. Отсоси у тракториста. И следующий вопрос мы задаем для Сони. В детстве Даша хотела стать стюардессой. В детстве Даша мечтала поскорее повзрослеть. В детстве Даша прострочила палец детской швейной машинской. Я знаю, что Мать, да в суп. Во-первых, я знаю, что Даша мечтала стать уборщицей. Ты что, зажигаешь сама? А во-вторых, учитывая то, как я наблюдала, как на Дашу падает рюкзак с верхней полки, то, наверное, она прострочила пальчик, моя. И девчонки отрываются вперед. А мог Я бы очень хотела, чтобы поаплодировать? мне мама Смотри, подарила как красиво. меховую обезьянку, но мама говорит, зачем тебе эта обезьянка? Давай купим швейную машинку вот такую детскую. И говорит, когда ты научишься, будешь шить. Но это более нужный предмет в доме, в быту. Когда родители пошли на встречу выпускников, я достала машинку Спасибо. из закромов. И хотела что-то пошить маме и папе и прострочила себе палец. Мужойчик, Вот это. покажи. А там нету Он шрама? прострочен. У нас счет 5-4 в пользу девчонок. Но у нас остается 4 вопроса, благодаря которым вы можете оторваться вперед. Итак, 4? вопрос для Глеба. Когда правильно входить в рынок? Поутру. На лоях. Кто жизнь. заходит на хаях, тот едет на... Кто заходит на лоях, тот едет как Хаят. захочет. Ты от Кто меня едет? хоть раз слышал, надо заходить в рынок на лоях. Это неправильный вариант. Ого. Девчонки, ваш вариант? Мы знаем только на лоях и на хаях, поэтому, Выберите наверное... один из них и скажите. На хаях! Внимание, следующий вопрос для Даши. Сколько у Сони на теле татуировок и где они находятся? Нужно ответить сколько и где. Так, я Соня. буду проверять всю эту Пожалуйста. информацию. Да, да. Давайте без пи***. Мы можем отойти в комнату, но реально надо проверить. Если бы Соня хотела быть такой, как все, она бы сделала хоть одну татуировку. Соня уникальный человек, верьте мне. У меня тоже нет ни одной татуировки. Ни одной? Ни одной. Я найду. Не, я поищу. Я найду. Смотри сюда, что я тебе говорю. Смотри сюда, что я тебе говорю. Я найду. Я найду. Это вид Внимание, следующий вопрос. Вова, Ника, привет. Этот вопрос адресован тебе. Количество порций молочной каши, которое Глеб мог съесть в студенческом лагере, и количество вторых блюд. Какой Нужно ненасытный. угадать хотя бы Какой же одну ты из позиций. Глеб. Глеб, какой ты припев. Реально, он такие вопросы задавать. Просто припей. Я задал 5 вопросов шутишь? дружеских про друзей. А это вражеские. А это спрашивают, сколько раз Глеб в детском саду усрался? Я думаю, Глеб мог съесть 4 порции, скорее всего. Откуда такая срака? Первое и второе. Первое и второе по 4 раза. Не знаю. Нет, там разница. Вот ты. Глеб ел первое 2 раза. Это неправильный вариант. Девчонки, первое или второе угадайте. Я думаю, что первый он ел раз 5. Судя по его ушам. Это тоже неправильно. Вова, попробуй угадать второе. Сколько раз он ел? 8 раз. Неправильно, девчонки. 3! Это правильный ответ. 8 первых, 3 вторых. Садика ответ. Сонечка, вопрос от Даши для тебя. Куда опять нехотя пошел Эльбрус Джанмирзоев, приехав в город Сочи? Варианты ответов. Направо, на работу, налево. Пошел налево, не хотя Королева. Это же был мой танец моего дня рождения. Вот, пожалуйста. Абсолютно верный ответ. Я забыла, что он Эльбрус. Еще 1 балл. Эльбрус. Я просто очень хочу писать, я сейчас пойду. Внимание, бонусный вопрос, за который можно заработать 6 баллов. Выберите лидера команды. Я лидер. Девчонки, Понятно, ты Дашка. лидер, Глеб, этот остальное... вопрос адресован Вове и Даше. Тот, кто первый из вас назовет Лидер я. И хватит продолжать. Лидер не она, а я. Лидер. тот, кто первый из вас
назовет полную дату рождения своего друга, получает 6 баллов. Что больному? Ты знаешь. Да я даже матери своей день рождения не знаю. Да. Подсказок. Нет. 9 Осенью. 9 февраля 1080... Глебу! Год знаю. Смотри, 36. 1985 год? Кто Родилась Соня мой. Извиняюсь, софизм. Какой, когда? Какой когда? Какой дата? 24 апреля! Февраля 1989 года! Какое, апреля, сука. Мая! У Глеба в мае день рождения! Потому что у Люси тоже в мае. Я выиграл конкурс. На этом дружба парней закончилась. Но чтобы они не беспокоились, предлагаю задать вопрос Глебу и Соне. Назовите полную дату рождения для ваших друзей. 18.07.89. Да, августа В 8. смысле позор? Он просто больной на голову. У него цифры в голове постоянно. Со счетом 15-4 победили девчонки. Браво! Вырежите это. Ну что же, вот и подошло время подвести результаты розыгрыша, который состоялся не так давно в предыдущем выпуске Гагарин Шоу. Потому что вы уже, конечно же, ждете, и я вижу это в комментариях, которые вы оставляете под нашими выпусками. Вы наблюдаете за тем, как Dogecoin растет, и думаете, что, скорее всего, эти ребята вам не отдадут больше вот эту монетку, которая стоит уже так много. Как недавно написал один из наших подписчиков, розыгрыш Dogecoin в Гагарин Шоу — это некоторого рода предсказание цены. В следующих выпусках мы будем разыгрывать Верге. Ну а что же, пока мы объявляем результаты розыгрыша конкурса на лучший никнейм для Даши! Это было в 35-м выпуске, если вы не помните, то я вам, собственно говоря, напомню. И вот у меня есть уже непосредственно победители. Володя, а какие у нас там призы? За первое место мы обещали 5000, за второе место 3000 и за третье место 2000. В прошлый раз, когда мы объявляли этот конкурс, 5000 догекоинов это было всего лишь $200. А сейчас, ребятки, 5000 догекоинов это уже почти $2000. А третье место у нас сколько догекоинов? За третье место вы обещали 2000. И это получается пятихатка долларов. Твою мать. Глеб, передача закончилась сегодня. Так ты, сука, обещал. А я знал, что она так вырастет. Итак, третье место. $500 в эквиваленте догекоинов. Никнейм Дашинг. Иваненко, отвечай. И забирает этот приз Богдан КРС. Аплодисменты. Какой там никнейм был? Богдан КРС. А какой он мне придумал никнейм? Даша. О, хорошо. Так, а за второе место, Володя, сколько у нас там было? За второе место вы обещали 3000. Бля. Пожалел 300 раз, я бы тоже. $1200 на сегодняшний день. За второе место полупобедитель Баксас Зевс и никнейм Даша Криптокаша. Предлагаю ставить его. Да, потому что я ебал Смотри, не отдавать первое подавись, место. сынок. Володя, сколько у нас там за первое место? За первое место вы обещали 5000 догекоинов. 5000. И это на сегодняшний день ни много ни мало 2 с лишним $1000, твою мать. Фух. Здесь не просто человек написал никнейм, а он сделал некоторого рода подводку. Зачитаю. После того, как Даша вошла в рынок, даже красные свечи поднялись и начали смотреть вверх. Потому что Даша Красные мать свечи? биткоинов. Там Даша и был. Халиси Астафьева. Где мой Халк? И это наш подписчик Дима Демьянчук. Поздравляем тебя, Дима! Мы подвели итоги конкурса, полиняли с Глебом на дикое количество денег. Я надеюсь, наши подписчики потратят эти догекоины на благотворительность. И, к слову, приз вы получите на собственный баланс на бирже WhiteBit. Ну что же, теперь новый конкурс для Глеба, Даши
и Сони. Уже пришло время для любимой рубрики наших зрителей «Ответы на вопросы». Так как здесь, в спа-салоне, не оказалось золотой ванны, я решил провести рубрику на массажном столе. Но не все массажисты сейчас на карантине, поэтому я готов удостоить чести сделать мне массаж одного или одну из вас. За 3 минуты вам нужно написать мой портрет. Самую красивую картину я повешу у себя дома, а автор самой урыжной будет делать мне массаж все то время, пока мы будем снимать рубрику. Сука, опять я А проиграл. так как я люблю попить, это будет очень долго. Писюнковые злодеи, вы готовы? Я вольма, генераль. Давай, а что нет? 3, 2, 1, поехали! Точка, точка, человечек. Вот и вышел огуречек. Я рисую своими слюнями. Вот если бы у меня была грудь, я бы ее рисовал, реально. Ну, отвечаю. началось. Но у тебя есть кое-что другое. Мне кажется, Вовчик, Глеб не реально шевелись рисует один в один. Даша, вопрос от наших зрителей. Почему Вова зеленый? Потому что он заебался быть синим в кадре. Потому что я окрасился в цвет купюр. Глеб, у тебя там хорошо получается? У меня получается. Еще кисточку можно было обмыть. Мог Да, проявить кстати. фантазию, просто член нарисовать и все. Внимание, у вас осталось 40 секунд. Просьба поторопиться. Но Глеба картину я узнаю по-любому. Да, блин, там одна палочка. И это не Просто ложкой наляпал там что-то. манную кашу. Я считаю, что с Глеба стороны идеальной картиной было бы, если бы он просто написал Вова. Просто Вова и все. И восклицательный знак. Внимание, последние секунды. У Самоне. меня идеальная картина, я считаю. Просто я бог. Ненавижу этот отсчет. 9, Давай 3, 2, 1. 3, 2, Я вс- 1. Внимание, закончили! Е-е-е! Просьба сейчас Вове отвернуться, а мы перемешаем картины местами. И он, не зная, кто сделал какую картину, выберет самую красивую и самую Отвернись. урыжную. Отвернись. Я закрыл. Отвернись. Кто-то из этого будет висеть у вас в квартире. Люсенька, что-то из этого будет висеть у вас в квартире. Во. Какой-то эфемерный. Я стану водопадом. Это не про эти картины. Это главное, что это не я. Самая красивая вот так. Соответственно, у меня второе место. Для меня самая крайняя правая. Это типа самое... Да. Окей. Залетай домой. Извини. Второе место. Второе место вот это. И третье По центру. место. Вот это. Ты что, дебил? Тебе хочется, чтобы я массаж делал, Да. да? Понятно. Глеб, извини. Авторы, вскрываемся. Вскрываемся, блин. Большой нос и... Скрываемся, дайте лезвие. Вовчик, это все, что реально нарисовать акварель по холсту за 5 минут. Но это очень... Но это набросок, из которого потом бы рисовалась Не, картина. на самом деле мы из этого сделаем NFT и продадим эту картину. Вот. У меня еще есть кое-что. Не оцифрованная. Мы это добавим к NFT и повысим таким образом стартовую стоимость. А что, ты тут не похож, я не могу понять. Не, похож супер на тебя. Ну что, друзья, переходим к нашей крайней рубрике. Друзья, автор самой урыжной картины Глеб. И через Глеб, 15 покажи. минут после нашей перестановки он будет Покажи. делать массаж Вове. Мне больше всех эта картина нравится. Самое охуенное, как ты мне мог поставить на 3-е место? Ляг. Ляг нормально. Ну, собственно говоря, как... Ляг так, чтоб я делал что-то. Ты можешь работать? Ну ляг нормально, но я должен как-то мять. Работай. Ну ляг. Ну, собственно, друзья, мы подошли Ну к ля. рубрике «Вопросы». Конечно же, я не мог оставить без внимания некоторые из ваших Ну комментариев. ля. И, собственно говоря, подобрал... У меня там... Калехто. И, собственно говоря, не мог не подобрать несколько ключевых вопросов. Надо было твою картину лучше выбирать. Что-то я не подумал совсем. Гладь его, ласкай. Только ты тоже сильно ласково не гладь, потому что думаешь, что пидор. И, собственно говоря, некоторые из ваших вопросов, конечно же, я не мог не зачитать и не подготовить предварительно. Поэтому первый вопрос. Почему нет Феликса? Формат работы с Феликсом и, в принципе, то нововведение, которое мы совместно непосредственно сделали, это был, скажем, такой эксперимент, пробы пера. Я считаю, что это было прикольно. Мы сделали совместно... Глеб, ну Свет, ну давай без хуй.
Так вот, дорогие зрители, Феликса нет, потому что мы отработали определенный цикл передач, которые должны были сделать с Феликсом. И, собственно говоря, все стороны получили желаемый эффект, и мы пошли дальше. Поэтому, собственно говоря, здесь нет ничего сверхъестественного. Наши пути не разошлись, мы, безусловно, будем еще вместе работать и по части сценария и так далее. И вообще, в принципе, мы очень хорошо дружим и общаемся. Я считаю Феликса неплохим юмористом, да, но в первую очередь считаю Феликса хорошим человеком, вот, и поэтому мы ни в коем случае не ругались, не ссорились, и я думаю, что наши пути дорожки еще нет-нет, да и сойдутся. Следующий вопрос. Куда дели Ксюшу? Мы Ксюшу на работу не брали, собственно говоря, по этой причине ее мы и не увольняли. У нас полностью поменялась команда ввиду достаточно неприятных для нас моментов. И, соответственно, когда к нам пришла новая команда, пришел новый директор проекта, она счла, что Ксюша в рамках нового формата не нужна этому проекту. Вот. И, собственно говоря, поэтому новый руководитель, да, принял такое решение, и Ксюшу из передачи убрали. Так, следующий вопрос. Что за дичь? Почему убрали старую заставку? Ну, я на самом-то деле, когда увидел новую заставку, я тоже сильно поругался и сказал, что она мне не очень нравится. Но меня наш новый директор Любочка, которой мы очень доверяем, заверила, что в ближайшее время этот промежуточный вариант заставки мы поменяем. И мы для вас готовим сюрприз в виде нашего собственного трека, который будет играть в заставке. И мы, кстати, переедем со СПА куда-то получше. Да, и, собственно говоря, поэтому не пишите гневных комментариев. Если вы уже успели поставить дизлайки на последнем выпуске, вы можете их отменить всегда. Насколько мне известно, это не запрещено. Лайк. Да, и поставить лайк, потому что, ребят, мы пробуем, мы экспериментируем. И мы... Пишите конструктив. Давайте реально без хуй. Мы это реально делаем все днями, ночами, не спим, сценарии, студии, записи и все остальное. Это большой труд. И понятное дело, что не всегда, может быть, мы попадаем в точку, но мы стараемся и экспериментируем в первую очередь для того, чтобы это было удобоваримо, и для того, чтобы это было интересно в первую очередь вам. Поэтому не будьте такими агрессорами. Или, блядь, 46 дизлайков. Это пи***ц какой-то. Ебанутые, что ли? Ну, ебанутые или нет? Следующий вопрос. У Вовы с Дашей мутки, кто знает? Мутки. Ну, есть. Сразу есть, видно, есть, что тебе тоже 31 год, как и мне, братан. Мутки уже никто 15 лет не употребляет. Уже никто не мутит. Просто... Уже никто не чикается, я тебе так скажу. Просто ебаться. Вот. У нас с Дашей нет муток. У меня жена и 2 детей, родной. Обнял. Следующий вопрос. Что вообще происходит? Но, в принципе, вопрос достаточно глубокомысленный. Я хочу честно сказать, что с первого выпуска этой передачи происходит дикая лютая жесть. Вот, поэтому происходит у нас что? Происходит у нас бытовуха. Все как всегда. Там где-то поссорились, там что-то это, 5-а лясем трясем, что-то случилось, кто-то у кого-то как-то, 5-е, 10-е, слева направо. Все. Команда поменялась, люди поменялись. Мы ссоры из избы выносить не будем. Переехали. Но проблемки у нас есть некоторого рода. Поэтому мы распили предыдущую студию. Сейчас переехали временно в СПА. Но после этого, так или иначе, подобьемся немножечко, какие-то позиции закроем на хаях и, значит, в новую студию заедем. Все, обнимаю, приподнимаю. До хруста, до боли. Глеб пока подрабатывает моим массажистом. На что гораздо. Потому что у меня криптовалюты побольше, чем у него. А криптовалюта у меня больше. Какой криптовалюты у тебя больше? Одна. Работай. Ребята, я вас очень сильно прошу, не забываем ставить лайки, колокольчики, подписываться, потому что единственным вариантом, при котором наша передача начнет отбиваться в ноль, и мы продолжим это безумие снимать, является то, что у нас появятся спонсоры какие-нибудь. Еще скажи самое главное. Мы не вставляем рекламу в шоу. Мы не вставляем рекламу в шоу. У нас нету никаких спонсоров, кроме нас самих. А нету спонсоров, потому что мало подписчиков. И я еще больше того хочу сказать абсолютно честно, и вот сейчас на берегу, когда у нас появятся подписчики, у нас появятся спонсоры. И мы обязательно, как все 95% ребят из русскоязычного ютуба, будем обязательно парить вам какую-то хуйню максимально ненужную. Какие-то подписки на какие-то курсы английского языка, обязательно будет какой-нибудь Покер Старс и еще какая-нибудь. И еще я, как профессиональный разрушитель мифов и инфо-цыган, хочу вам сказать следующее. Если хочешь идти, иди. Если хочешь забыть, забудь. Только знай, что в конце пути ничего уже не вернуть.
Друзья, и прошу вас, не забывайте, пожалуйста, в комментариях задавать вопросы, которые вас реально интересуют по крипте, а не какую-то дичь. Это момент номер раз. Момент номер два. Мы обязательно продолжим делать розыгрыши. Как вы видите, мы разыгрываем только те криптовалюты, которые растут в цене. Только лишь самый пытливый ум, который досмотрел до конца этой передачи, будет знать, что в следующих выпусках Гагарин Шоу мы будем разыгрывать криптовалюту Verge. И, конечно же, хочется сказать спасибо Даше за то, что она стала Учительницей в релакс. А теперь, для того, чтобы у вас окончательно пошла кровь из ушей и глаз, выступит группа «Курган и агрегат» с песней «Вчителька моя». Вместе с Дашуней. Чик. Ага. Йоу. DJ Red Skull. Вчителька моя, зора світова, став на тебя, вчителька моя. В джинсах без трусов, на тебе больно дивиться, ти настолько на що должна неоном світиться. Вчителька моя, вчителька моя, 5-й год в 10 класі, і за тебе я, вчителька моя. Вчителька моя, угадай, що буду делать на твоей фотке я. Зора світова, зора світова, ти зашла у клас в трусах, погода штурмова. Вчителька моя, вчителька моя, коли кажеш встань, встаю не тільки я. Твій предмет надо назвать великі буфера. Батя каже, вона лучше, чим картинка медсестри. Вчителька твоя, вчителька твоя, ух. Я б дав їй під хвоста. Бігом встав И вышел, встав и вышел, встав и вышел, Ты получишь бал, повыше, бал, повыше, бал. повыше. Бігом встав И вышел, встав и вышел, встав и вышел. Що ти там сказав, слышь, Подышишь, слышь, подышишь, слышь. подышишь. Вчителька, старина плейбоя жителька. Вчителька, ей, жіночка. Вчителька, владика стояка. Владика всіх стояків в мірі моя вчителька. Пізанська башня благодаря вам не впала досі. І от ви визиваєте мене до класної доски. Я засунув под ремень і слухаю вопроси. Де Лаос? А я шо, матрос вам? Вчителька, старинок плейбоя жителька. Уб'ю любого, хто придумав кличку вам. Вчителька, ей, жіночка, не була гусеницей, родилась сразу бабочкой. Ваша рама для моєї мамки, я для сатани кадила. Дивиться на вас больно, як на зоні, нагнуться за милом на вас, бо потратив всю грудну клітку Адама. Жалко пацана, який буде звать вас мамой. Бігом встав, И вышел, встав, и вышел, встав. и вышел. Ты получишь бал, Повыше, бал, повыше, бал. повыше. Бігом встав, И вышел, встав, и вышел, встав. и вышел. Що ти там сказав, слышь, Подышишь, слышь, подышишь, слышь. подышишь. Даша, коли ти мені долг вернеш?